Среди командиров немецких подлодок времен Второй мировой было много талантливых подводных асов, но большинство героев позднего периода битвы за Атлантику осталось в тени более ранних громких имен вроде Кречмера, Шепки или Прина. Одним из таких незаметных асов был командир «семерки» Ю-221 Ганс Гартвиг Троер, который интересен не только своим необычным прозвищем, но и яркими успехами в подплаве Германии. Звезда этого офицера зажглась в один из самых жарких периодов битвы за Атлантику. Причем Троер все еще мог добиваться больших успехов в атаках конвоев тогда, когда других немецких подводников удача уже покинула. Ганс Гартвиг Троер родился 22 января 1916 года в местечке Бертан в Трансильвании. Род Троеров происходил от трансильванских саксонцев, которые переселились в эти места еще в XIII веке. Весьма вероятно, что перед поступлением на воинскую службу в Рейхе он должен был получить гражданство как фольксдойче, рожденный за пределами Германии. Именно этим можно объяснить тот факт, что Троер был зачислен на флот в 20-летнем возрасте, а не призван в 17 лет, как это происходило с немецкими подданными. Служба Троера в Кригсмарине началась в апреле 1936 года. Призыв того года был самым многочисленным из довоенных наборов флота кандидатов в офицеры. На службу пришли 518 кадетов, из которых 161 впоследствии стали командирами подлодок. Так как Троер был родом из Трансильвании, еще во время обучения в военно-морском училище в Мюрвике к нему прилепилось прозвище «Граф Дракула». Обучение и подготовка курсантов длились 2,5 года. 1 октября 1938 года молодым выпускникам было присвоено звание лейтенантов Цурзеи, после чего их ждало распределение по местам службы. Любопытно, но Троер ни одного дня не прослужил на надводных кораблях. 3 октября он был отправлен в Найштадт, где находилась учебка подводных сил. После ее окончания и прохождения многочисленных обучающих курсов 18 августа 1939 года молодой лейтенант был назначен вторым вахтенным офицером на подлодку Ю-34, которой командовал капитан-лейтенант Вильгельм Рольман. На ней Троер встретил начало войны. В качестве вахтенного офицера Троер прослужил на Ю-34 вплоть до конца 1940 года, когда лодка была переведена из боевой флотилии в учебную. Вместе с Рольманом Троер совершил на ней 7 боевых походов, во время которых были потоплены 19 судов общим тоннажем 91 989 брутто-регистрационных тонн, английский эсминец Уирлунд и подлодка Спирфиш. За это Рольман стал кавалером рыцарского креста, а Троер был награжден железными крестами обеих степеней. 9 декабря граф Дракула был назначен вахтенным офицером на готовую к сдаче Ю-67 океанскую лодку. Полгода службы на субмарине прошли в ее испытаниях и подготовке экипажа. Вскоре начальство поняло, что офицер с таким боевым опытом может командовать лодкой самостоятельно. Троер был отправлен на курсы командиров подлодок в Мемель, после окончания которых 3 июля 1941 года был назначен командиром учебной подлодки Ю-3. В этот же период в его личной жизни произошли изменения. Ганс Гартвиг женился на родственнице фельдмаршала фон Бюлова. 10 марта 1942 года Троер был назначен командиром на строящуюся лодку Ю-221 и 9 мая принял ее в верфи. После этого начались испытания и тренировки экипажа. Здесь нужно отметить один важный факт: никто из экипажа лодки, кроме ее командира, не имел значительного боевого опыта. За 3,5 месяца Троеру удалось создать из новичков сплоченный экипаж, который сразу показал, на что он способен под началом агрессивного и смелого командира. 1 сентября 1942 года Ю-221 вышла из Киля в свой первый боевой поход. Троер получил приказ идти в Норвегию для пополнения запасов топлива и провизии, после чего прорваться в Северную Атлантику и присоединиться к одной из групп лодок для совместного поиска и атаки конвоев. 12 сентября 9 подлодок, включая Ю-221, получили приказ создать завесу западнее Ирландии и ждать конвой ОН-129. Эта группа получила название «Пфайль». 14 сентября Троер заметил конвой, но любые попытки его атаковать были сорваны эскортом. Неудача постигла и другие лодки группы «Пфайль». Вскоре конвой скрылся в тумане, и контакт был утерян совсем. Попытки использовать эту группу лодок против других конвоев была сорвана начавшимся штормом, в итоге она была распущена. После этого Ю-221 входила последовательно в новые сформированные группы лодок «Блиц» и «Тигер», совершила одну торпедную атаку, но успеха не имела.
30 сентября штаб отправил Троера в район севернее Азорских островов на заправку топливом с Ю-116, которая исполняла роль дойной коровы. Рандеву состоялось спустя трое суток, и приняв топливо и провизию, Ю-221 была готова продолжить охоту на конвои. 5 октября Троер вернулся на маршруты конвоев и был включен в группу «Вотон», которую вскоре ждал громкий успех восточнее Ньюфаундленда. Вечером 12 октября с лодки Ю-258 был замечен конвой, следовавший на северо-запад. Это был СС-104, состоявший из 48 судов и сопровождавшийся британской эскортной группой Б-6. В ночь с 12 на 13 октября группа «Вотан» пошла в атаку, в которой роль первой скрипки принадлежала графу Дракуле. В 5:56, прорвав в подводном положении эскортный экран, Ю-221 всплыла у конвоя и за час последовательно выпустила 5 торпед по выбранным целям. Свои успехи Троер оценил в 4 потопленных судна общим тоннажем 20 тысяч брутто регистровых тонн. Следующей ночью Ю-221 продолжила избиение СС-104. Атака началась в 0:04 и длилась 3 часа, за время которых лодка выпустила еще 5 торпед. На этот раз командир Ю-221 посчитал потопленными 4 судна на 27 547 брутто регистровых тонн. После этой атаки Троер был вынужден выйти из игры, так как у него кончился основной боезапас, кроме 2 торпед в контейнерах на верхней палубе. 22 октября Ю-221 пришла в Сен-Назер, завершив свой первый поход. По завершении операции против СС-104 Карл Дёнец занялся подсчетами. Согласно докладам командиров лодок, из 19 судов конвой потерял 11, немцы изначально неверно оценили количество судов в ордере, из которых 8 судов на 47 547 брутто регистровых тонн пришлось на долю Ю-221. Дёнец назвал такие потери конвоем маленькой катастрофой для противника. Кроме того, командующий подводными силами был впечатлен успехами новичка. Граф Дракула оказался самым агрессивным командиром Вотона и утер нос даже кавалеру рыцарского креста Эрнсту Мингерсену, Ю-607 которого также входила в состав группы, но доложила о потоплении только одного судна. Однако немецкий историк Юрген Ровер, детализируя успехи группы Вотон 13-14 октября 1942 года, сократил заявленные успехи Ю-221. По его мнению, в первой атаке Троер потопил 3 парохода, норвежский Фагерстен на 2342 брутто регистровых тонн и Сента на 3785 брутто регистровых тонн, а также британский Эшорт на 5227 брутто регистровых тонн. Во второй атаке он добавил еще 2 судна, американский пароход Сюзанна на 5929 брутто регистровых тонн и британскую китобойную плавбазу Саутин Импресс на 12398 брутто регистровых тонн. В итоге Ровер признал за Ю-221 потопление 5 судов на 29 681 брутто регистровых тонн, но не исключил возможности, что Троер может претендовать на торпедирование во второй атаке еще 2 судов, которые были чуть позже добиты Ю-607 и Ю-661. Общие же потери СС-104 составили 8 судов на 43 970 брутто регистровых тонн. Тем не менее, во втором походе успех Троера сменился провалом. 23 ноября Ю-221 вышла в море из Сен-Назера. Спустя 6 дней лодка была включена в группу Дроугангер, которая создала завесу к западу от Ирландии в ожидании одного из конвоев литеры АС. Однако в паутину никто не попался, и 7 декабря лодкам этой группы было приказано атаковать конвой Нх-217, идущий в Англию. Кроме Дроугангера, Дёнец подключил к преследованию Нх-217 лодки группы Панцер. Конвой стали преследовать более 20 субмарин, что в итоге привело к катастрофе. Поздно вечером 8 декабря Ю-221 протаранила лодку Ю-254 из группы «Панцер». Последняя, получив пробоину в прочном корпусе, мгновенно затонула, унеся на дно своего командира капитан-лейтенанта Ганса Жилердона и большую часть экипажа. Троер смог подобрать только 4 человек. Сама Ю-221 получила серьезные повреждения и лишилась возможности погружаться. Она смогла доползти до базы 23 декабря, после чего встала на долгий ремонт. Дёнец, узнав об инциденте, не стал делать из командира Ю-221 козла отпущения, признав гибель лодки Жилердона своей ошибкой. Запись в журнале боевых действий командующего подводными силами от 8 декабря 1942 года свидетельствует об этом. Впервые за время операции против конвоев случилось столкновение между 2 подлодками, повлекшее гибель одной из них.
Стоит отметить, этот несчастный случай произошел темной ночью и при умеренном волнении, поэтому лодка, совершившая таран, не может быть в этом виноватой. Инцидент со столкновением лодок долгое время считался возможным и ожидаемым из-за участия очень большого количества подлодок в операциях против конвоев. Размышления на эту тему говорят, что вообще нереально задействовать больше 13-15 лодок на один конвой. Любопытно отметить, что случившееся могло лечь тяжким камнем вины на душу Троера и сломать его морально, но этот командир оказался крепким орешком и в третьем походе снова добился большого успеха. 27 февраля 1943 года Ю-221 снова вышла в море. Спустя трое суток Троер получил приказ присоединиться к группе лодок «Найланд», которая должна была создать завесу на пути конвоев к западу от Ирландии. 7 марта граф Дракула вновь вкусил крови, торпедировав и потопив норвежский теплоход «Ямайка» на 3015 брутто-регистровых тонн, который следовал в балласте из Ливерпуля в Нью-Йорк. Взяв в плен одного из членов экипажа норвежца, Ю-221 продолжила охоту и на следующий день безуспешно атаковала одиночное судно типа City of Calcutta. 9 марта Дёнец приказал лодкам из южной части завесы, включая Ю-221, переместиться севернее для нападения на конвой HX-228. Группа «Нойленд» атаковала его вечером следующего дня. Троер прорвался к конвою и за 10 минут выпустил 4 торпеды. Одно из торпедированных судов потряс мощный взрыв, который повредил перископ Ю-221 и нанес повреждения, находившийся рядом Ю-757. Торпеды Троера попали в британский пароход «Тукуренко» на 5412 брутто-регистровых тонн и в американский пароход «Андреа Люкенбах» на 6565 брутто-регистровых тонн. Последний вез 11600 тонн амуниции и взрывчатки. После этого последовала контратака эскорта, и Троер 3 часа просидел под водой, уклоняясь от глубинных бомб. Лодке удалось оторваться от преследователя, после чего экипаж был вынужден заняться ремонтом субмарины. Затем Ю-221 доложила в штаб о своих проблемах и успехах. Свои успехи Троер оценил с учетом Ямайки в 4 потопленных судна тоннажем 31 700 брутто-регистровых тонн. В реальности же им было потоплено 3 судна на 14 992 брутто-регистровых тонн и поврежден пароход Лоутон Эванс типа Либерти на 7197 брутто-регистровых тонн. После того, как операция против HX-228 была завершена, Дёнец сформировал из 9 лодок группы «Нойленд» новую группу «Дренгер» к западу от Ирландии для того, чтобы напасть на один из медленных конвоев литера СС. Но первым в лапы к волчьим стаям попал быстроходный НХ-229. Дёнец сосредоточил на этом конвое 3 группы лодок – «Дренгер», «Штурмер» и «Раупграф». На следующий день на параллельном курсе был обнаружен и конвой СС-122. В результате с 16 по 19 марта около 40 лодок атаковали оба конвоя, потопив при этом 22 судна из их состава. В истории это событие получило название Великой конвойной битвы. Днем 18 марта Троер атаковал НХ-229 и доложил в штаб о потоплении 2 судов на 12 338 брутто-регистровых тонн. На самом деле граф Дракула себя обделил. Суммарный тоннаж торпедированных торговцев Уолтер Гришем и Canadian Star равнялся 15 484 брутто-регистровых тонн. 23 марта Ю-221 имела рандеву с Ю-406, на котором передала последнюю часть топлива и взяла курс на базу. Получив сообщение с Ю-221, Дёнец вновь занялся подсчетами, согласно которым в октябре и марте Троером было потоплено 14 судов тоннажем почти 90 тысяч брутто-регистровых тонн. По подсчетам Ровера было потоплено 10 судов на 60 157 брутто-регистровых тонн и повреждено одно на 7 187 брутто-регистровых тонн. Это был успех, который нельзя было игнорировать, и 25 марта командир Ю-221 в радиограмме от Дёнеца был поздравлен с получением рыцарского креста. Награду Троеру вручили спустя 3 суток, когда лодка пришла в Сен-Назер. После своего триумфа экипаж Ю-221 получил месяц отдыха. В 4-й поход в Атлантику лодка вышла 3 мая. Спустя неделю Троер получил приказ присоединиться к группе «Дроссель» для действий против идущего на восток конвоя HX-237. 12 мая немецким лодкам удалось добиться небольшого успеха в нападении на него, несмотря на мощное прикрытие, включавшее эскортный авианосец «Байтер».
Было потоплено 3 судна, включая большой норвежский танкер «Сандангер» на 9432 брутто регистровых тонн, который отстал от конвоя и был пущен на дно Ю-221. В отместку корабли эскорта конвоя потопили 3 субмарины Ю-89, Ю-753 и Ю-456. Последняя успела прославиться своей атакой крейсера «Эдинбург» в апреле 1942 года. 16 мая Троер имел рандеву с дойной коровой Ю-461, будучи вынужденным на пути к ней постоянно уклоняться погружением от авиации ПЛО. После пополнения запасов топлива, питьевой воды и провианта Ю-221 была включена в состав группы «Одер», а затем «Мозель» для охоты на конвой HX-238 Инх-239. Успехов достигнуто не было, зато лодки сами несли потери. Ситуация складывалась катастрофическая. По мнению американского историка Клея Блэера, в период с 9 по 25 мая немецкая радиоразведка сумела предоставить точные данные о конвоях, находящихся в Северной Атлантике. 6 из 7 были обнаружены волчьими стаями, но из 277 судов, входивших в их состав, было потоплено всего 6. При этом к 23 мая было потеряно 34 субмарины и около 1600 подводников погибли или попали в плен. К концу месяца потери лодок возросли до 40 единиц. В результате Дёнец был вынужден отдать приказ лодкам в Северной Атлантике оставить конвойные маршруты и отступить в район Азорских островов. По факту это означало только одно – подводная война была проиграна. Попытка создать новую группу лодок «Труц» для действий против конвоев «Литер» и «Уджи» и «Гу», осуществлявших движение в Центральной Атлантике между США и Гибралтаром, ни к чему не привела. Возможности напасть на конвой не было, а лодки группы подвергались атакам самолетов с эскортных авианосцев из противолодочных групп союзников. Ю-221 весь июнь провела у Азорских островов и Гибралтара, но не достигла никаких успехов. 21 июля лодка вернулась во Францию. В итоге Троер оказался одним из немногих командиров «семерок», кто сумел хоть что-то потопить и уцелеть в мясорубке, которую силы ПЛА союзников устроили немецким подлодкам в мае и июле 1943 года. Оправившись от шока потерь конца весны и начала лета, штаб подводных сил решил возобновить операции лодок в Северной Атлантике. Для того, чтобы противостоять противолодочным силам противника, субмарины получили новое оружие, самонаводящиеся торпеды, а также технические новшества в виде станции радиолокационной разведки. Новая группа лодок, которая должна была возобновить действия против конвоев, получила название «Лойтен». Ее сражение с конвоями ОН-202 и АНС-18 в сентябре 1943 года привели Дёница к следующим выводам. Во-первых, в это время потери лодок вновь вернулись на уровень начала года. Во-вторых, из-за оптимистичных докладов командиров лодок о победах Дёнец поверил в высокую эффективность самонаводящихся торпед. Операции в Северной Атлантике было решено продолжать. Часть лодок из Лойтена образовали новую группу «Росбах», которую было решено усилить лодками, высланными с французских баз. 20 сентября Ю-221 вышла в 5-й боевой поход для действий в Северной Атлантике. Штаб подводных сил забеспокоился, когда от нее 2 недели не было никаких сообщений. 4 октября она стала считаться погибшей, о чем свидетельствует запись в журнале боевых действий командующего подводными силами. И-221 не выходила на связь с момента выхода из Сен-Назера 20 сентября. Она должна считаться погибшей. Так как нет никаких сообщений об атаках самолетов, возможно, что Ю-221 была уничтожена вражеской субмариной. Однако это предположение было неверным. Вечером 27 сентября в 800 милях юго-западнее Ирландии противолодочный «Галифакс» из 58-й эскадрильи королевских ВВС заметил в надводном положении субмарину и атаковал ее. Это была лодка Троера. Самолет сбросил на Ю-221 8 глубинных бомб, после взрыва которых она быстро затонула. Нападение не прошло для англичан безнаказанно. Зенитным огнем лодки самолет был подожжен и упал в море. Из 8 членов экипажа «Галифакса» удалось спастись 6, из экипажа Ю-221 не выжил никто. Граф Дракула бесследно исчез в свинцовых водах Атлантики. В завершение рассказа о жизни, карьере немецкого подводного аса хотелось бы отметить достаточно важный момент. В 1943 году за действия в Северной Атлантике рыцарским крестом было награждено всего 8 командиров лодок 7 серии. Ганс Гартвиг Троер
был талантливым подводником и опасным противником в борьбе с конвоями, но, к счастью для союзников, в самый острый период битвы за Атлантику таких командиров у Дёница оказались лишь единицы.